продолжим разговор и поговорим о двигателе клемма. Опустим ниже, воду ниже, сделаем замкнутую систему. Лопатки вращаются, но вместо лопаток вот эта трубочка. На нее насадим тангенциальные сопла через перекладину. Так, что ось вот здесь вот, вернее вот в эту сторону вращения. Значит, соответственно, сопла в эту сторону. Выходящий пар и жидкость будет давить на трубочки, вращать всю конструкцию в эту сторону. Таким способом, как я уже говорил, вот здесь, в замкнутой трубе, будет разрежение, и здесь будет охлаждаться. Вот здесь будет давление, потому что компрессор, кстати, его можно будет сделать центробежный, будет создавать давление. И еще более усиливать, здесь разрежение, значит, соответственно, подсасывать, кроме всего прочего, центробежная сила. Насаженная вот на вместе соединенные, значит, соответственно, да, возникает такой эффект. Втулка, у которой 3, как минимум, не 2, а 3 радиальных трубочки отходящие, 3, тангенциально сопла, в ту же сторону, вот в эту сторону, вернее так, чтобы вращалась в одну сторону. Таким способом, вращаясь, вода выходит, ну, она когда будет выходить под давлением перегретая, она будет выстреливать. И на начальном этапе будет создавать эффект, когда еще жидкость не перегрелась, но уже поднимается, да, капая вода сюда, на лопатки, будет вращать и подталкивать. Значит, если скомпенсировать, кроме всего прочего, будет создавать давление внизу, разрежение сверху. Центробежный эффект тоже будет создавать разрежение внутри трубки. Значит, разрежение вот в этой части камеры, там, где расположены будут сопла. Значит, смысл в чем? Что это насос, который будет жидкость, за счет того, что вращается, она будет подниматься в трубку наверх. Воздух будет сжиматься, будет давить на жидкость, которая будет через трубку выходить вверх. Принцип турбины заключается в том, что если взять обычную трубу полую, замкнуть ее, заварить с торцов, и если в центре трубы поставить вентилятор и начать его вращать, то в одном конце трубы будет давление, в другом конце разрежение. От этого, если с того конца, где давление, мы будем нагревать, а там, где разрежение, естественно, охлаждать, то ничего не изменится. Правда, возникнут звуковые волны, но это отдельный термоакустический эффект. Но я сейчас говорю о другом, что жидкость, в данном случае может быть, или газ, ну, в данном случае говорим просто о полой трубе внутри с вентилятором. В одном месте, там, где компрессия, еще нагреваем, это ничего не изменит. Но как замкнуть систему так, чтобы круговорот совершался? Да полый вал. Вал должен быть полым. И должен быть через, если здесь входное может быть отверстие, но здесь в данном случае жидкость. Если здесь будут вот отверстия, то в данном случае через вал. В одном месте у нас будет закачан, подсасываться температура, то есть газ с высокой температурой. Здесь разрежение. Турбина замкнется. Если мы здесь будем охлаждать, здесь будем нагревать, то турбина будет немножечко вращаться. Эффект этот будет настолько сильный, насколько
будет разница температур. Ну, то есть воздух, выходящий отсюда, будет практически, как бы можно сказать, вот в статичном состоянии ничего происходить не будет. Вот в чем суть двигателя Клемма? Что с какого-то момента вращения, да, или Шауберга, начинается замкнутый эффект. То есть, вот когда мы нагреваем, она вот все стоит на месте, да, ничего не происходит. Здесь нагревается, здесь охлаждается, ну и что, температура прошла мимо, и все. Механическая работа не забрала никакой. Немножко там, может быть, что-то там проявится, какой-то эффект. Но стоит нам изначально раскрутить эту штуку до сверхкритических оборотов, это предположение, то в данном случае система преобразуется из обычной системы воздушной, хаотической, броуновского движения, теория хаоса, также в систему хаоса, где вся энергия будет как она была, так она и есть. Она единственная просто распределится. Суть заключается в том, что в вихре внешние стенки, это то же самое броуновское движение, но структурированное. Возник храповый механизм. Чтобы было понятно, за счет чего качается энергия. Вот любая шестеренка, вы же представляете себе в часах, она должна вращаться. Вот броуновское движение, да, это когда она туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И она стоит на месте. Но стоит добавить храповый механизм, который позволяет вращать только в одну единственную сторону, то в данном случае, если шестеренка будет вращаться только в одну единственную сторону, то возникает, можно получать энергию. При этом часть энергии, будет энергия разделяться на холодную и горячую. То есть мы будем использовать горячие молекулы, а холодные молекулы, двигающиеся в обратную сторону, как бы вектор, да? Но это смысл в этом. Вот у этой турбины замкнутой тот же самый принцип. Ее нужно изначально раскрутить до сверхкритического значения таким способом, чтобы разряжение, возникаемое здесь, и нагрев, и самое главное, скорость нагрева и скорость охлаждения этой системы войдут в баланс. Скорость нагрева и скорость охлаждения, как только достигнут определенных величин в соответствии со скоростью, эта турбина будет самоподпитывать энергию. Она будет брать энергию тепла, отдавать ее вовне и, соответственно, вращаться. То есть это будет замкнутый цикл. Мы замыкаем контур таким способом, что, ну, кроме всего прочего, эффект еще в чем усиливается. Значит, вот величина, длина вот этой трубки и, соответственно, толщина ее тоже имеет значение. Если мы нагревать будем с этой стороны у нас возникнет охлаждение с этой стороны. Вот внешний корпус, я имею в виду, внешний корпус охлаждать. Значит, здесь нагреваем, ну, на две части разделенные, термоизолирующая прокладка, но герметичное устройство. Сверху мы охлаждаем, снизу нагреваем. Ну, в данном случае, как здесь. Просто трубочка воткнута, да. Раскручиваем, что у нас возник. Просто трубка. Вот в данном случае, ну, чашка. Просто трубку возьмем. Я ж не говорю про чашку. Значит, у нас будет подкачиваться воздух здесь, подниматься. В данном случае горячий воздух будет подниматься сюда. Здесь сопла, ну, в данном случае не лопатки, а сопла. Вот что такое конус Клемма и почему он такой? Значит, смысл в том, что это насос, но когда поднимается масло наверх, да, когда оно начинает падать, оно просто вращается. Вот здесь в данном случае рассекатель. В трубочках просто эффект больше, вот мы добавляем энергии туда за счет того, что она падает. Вот здесь вот короткое расстояние проходит, а там более длинное на конусе. Смысл в этом. В трубках движется, плюс еще дополнительно там различные эффекты, которых там много описали. Когда я описывал этот двигатель, я вам говорю, что я когда говорил по радио об этом двигателе, я не имелось в виду, как с помощью вот что легло изначально в разработку, или даже не двигатель на самом деле, а я просто решил газовую конфорку сделать более эффективной, вот если грубо говорить.
Почему? Потому что, чтобы больше сжигалось кислорода. Каким способом это добиться? Вот у меня там, значит, на видео есть еще одна из консервной банки турбина. А здесь просто поднять температуру и улучшить качество сгорания непосредственно газа. Или увеличить температуру. Смысл в этом. Или, скажем так, при маленьком размере комфорки, но за счет того, что температура будет подниматься, кислород, количество сжигаться будет больше, значит, соответственно, окисление и так далее, будет лучше сжигаться газ, и одновременно, как турбина, будет вызывать прокачку воздуха, то есть быстро нагревать помещение. Не котлы, которые водяные, они долго накапливают. А вот вы ушли, а дома никого нет. А ведь вода, необходимо ее нагревать, понимаете, тонну воды как минимум. Да, чтобы она, значит, накопила энергию, а потом ее охлаждать. А здесь пришли, включили, через 5 минут у вас тепло. Правда, стены и поверхности будут холодные. Ну, это отдельно. В помещении будет тепло. Значит, о чем идет речь? То есть в течение 5 минут, если турбину сделать, она мгновенно нагревает помещение, очень быстро. Значит, вы ушли на работу, газ-то не используете, а вот когда ГВ, надо необходимо температуру поддерживать. И это тоже неплохой принцип, что касается котла ГВ. Это в одном случае, и это хорошо. И это в данном случае для быстрого нагрева помещения тоже очень эффективно. А потом включается ГВ, аккумулирующее на ночь. Вот нагрел, и ночью все выключается, все, ничего не используется. Комбинированная система. За счет лучшего сжигания я просто сопла вращающиеся сделал тангенциально, из которых газ, причем с так называемым эжектирующим, то есть принципом сопла. Да? Сопло Лаваля, автоматически оно, когда вращается, оно захватывает воздух дополнительно за счет реактивной тяги. Температура повышается, лучше сжигается все это дело. Вот. Центробежными силами горячий воздух отбрасывается, стенка нагревается, эффективнее ставите туда чайник, термоизолируете. Более сложная, конечно, шумная штука. Сразу звук будет, но качество как бы сжигания топлива повысится. Можно другим способом достигать за счет поддува. Тут принцип за счет поддува. Значит, сама реактивная струя создает реактивную тягу, которая вращает. Значит, да, и одновременно поддувала воздух дополнительно закачивается, температура еще больше повышается. Ну и а почему бы эту систему не замкнуть? В данном случае просто газ обычный. Если его нагревать с одной стороны, охлаждать с другой стороны, как получить энергию? За счет разделения. Вот уже возникло разделение. Можно наоборот сделать. Горячее сверху. В этом случае разделение будет за счет чисто. Если здесь конвективные потоки будут еще подниматься вверх, да, то есть будет пытаться вверх подняться. Вверх она будет подниматься, если здесь вот замкнуть систему, да, то есть трубу эту, как бы это сказать, вот эта штука разделяет на две части. Если она не вращается, возникнет эффект вращения, здесь будет подниматься горячее, все это будет. Но, как бы, представляете, какая температура должна быть, да, чтобы внутри возникла торнадо. Здесь, в данном случае, вот той самой системы, которую я говорил, тем более жидкостная, она, значит, автоматически все сама сделает. Значит, выплескивающаяся вода, сопел, когда еще не совсем нагрелась, не перегретая жидкость, она будет падать сюда, соответственно, разгоняя эту турбину. То есть возникает самозамыкающая система. Замкнули мы через отверстие в валу. Все. Да, и добавить хочу термоакустический эффект. Но, естественно, возникает, все вы знаете принцип термоакустического эффекта. Если здесь нагревать что-то, здесь что-то охлаждать, да, здесь типа сетки, какое-то препятствие, то возникает звуковая волна. Эта волна бывает настолько мощной, если турбину сделать достаточно большую, да, то есть трубу эту сделать в метр, скажем, а посередке вот такую маленькую лопасть. Звуковые колебания будут настолько интенсивные за счет нагрева и охлаждения. Но звук работает, как бы, то есть фазоинвертор, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Мы дробим воду на части, когда давления звуковые будут, вот здесь вот звуковые давления будут давить, соответственно, здесь тоже будет колебание. Да? Звук, исходящий из этой трубы, как бы вот корпуса, да? То есть внутри возникнет мощные инфразвуковые или звуковые колебания.
эти звуковые колебания будут стоячая волна. Если мы добиваемся эффекта дополнительного еще стоячей волны, в данном случае или бегущей волны, то бегущая волна на соплах, в данном случае, если она будет бежать определенным способом, сфазирована, она будет импульсно подавать в сопла. Соответственно, возникает явление гидроудара. Но это отдельное. То есть звуковые колебания, возникающие в такой системе, будут одновременно еще дополнительно вызывать гидроудары, которые будут еще более усиливать звуковой эффект. Таким образом, система сама замкнется. Действительно, вот это и легло в начале в мою разработку так называемого двигателя клемма. Я вам клянусь, что я не знаю никакого клемма. Я рассказал об этом на радио и сказал о том, что я какой-то американец, где-то такая система разработана. Естественно, у меня даже интернета не было тогда. И вот это я вам хочу рассказать как пример пиар-технологии. Эту идею подхватили и стали раскручивать. И принцип не ясен. Если вы читали Брэдбери, там фантастический рассказ про летающий антигравитационный двигатель, я уж не помню, как называется. Смысл заключается в том, что никакого гравилета не было. Это все выдумали специально для того, чтобы побудить творческую фантазию изобретателей, инженеров. И в конечном итоге этот двигатель антигравитационный был сделан, который действительно полетел. И тогда только раскрылась интрига, что на самом деле это было все вымышленно, никакого ранца летающего изобретателя не записал, этот человек вообще был актер. В данном случае пример пиар-технологии основан на том, что, да, действительно, я вам, как автор двигателя клемма такого человека в природе не было, заявляю, что сам принцип я вам объяснил на словах. Это устройство, даже гипотетически на словах вы сами прекрасно представляете, что оно будет работать. Но никакого клемма, никакого американца, инженера, может он и был, но в любом случае не было. Спасибо за внимание.